Привет, привет! I speak Russian in my videos, but you can turn on Russian or English subtitles. Я очень рада видеть вас на моем YouTube-канале. И это вторая часть видео, в котором я делюсь своим опытом учебы и жизни в США. Это медленный подкаст на русском языке. Прежде чем мы начнем, я хочу сообщить вам о том, что я подготовила для вас бесплатный, но очень полезный PDF-документ с фразами и новыми словами из сегодняшнего видео. Для того, чтобы получить этот PDF-документ, заполняйте короткую форму ниже. Ссылка в описании под этим видео. Кроме того, если вы хотите получать скрипты к моим медленным подкастам на русском языке и аудиоформат подкаста, вы также найдете всю информацию по ссылке в описании под этим видео. А мы начинаем. Сейчас у вас будет настоящий шок, потому что в рамках моей школьной программы в России, наш куратор повез нас в тюрьму в Чикаго. Да, в американскую тюрьму в Чикаго. И я была удивлена условиям в тюрьме. Условия были хорошими, и я увидела, как питаются заключенные, как они живут, и мы даже смогли с ними пообщаться. Я была удивлена, что на обед, на десерт у них было мороженое. Это меня, правда, очень удивило и поразило. Мы также смогли пообщаться с заключенными, и они показали нам, какие подделки они делают, чем они занимаются в свободное время и как живут. Также я заметила, что американцы очень любят small talk, и вообще они очень общительные люди. Мне это очень нравится, потому что я обожаю общаться с новыми людьми, знакомиться. И я помню, что моя семья переехала в новый дом, и буквально через несколько дней соседи пригласили нас, всю мою семью американскую, к себе в гости. Для меня это было большим удивлением, насколько люди были открыты, общительны и хотели познакомиться. Расскажите мне в комментариях, я знаю, что меня смотрят очень много людей из США. Действительно ли это так? Вы правда такие общительные, такие социальные? Пишите в комментариях, мне будет интересно почитать. Это лично мои наблюдения, то, что я заметила, и мой опыт. У меня не было проблем в США с новыми знакомствами, потому что я часто знакомилась с новыми людьми, и мы ходили вместе гулять, проводили время. И в школе у меня были знакомые и друзья. Следующий факт, который меня удивил, так это посылки, большие, маленькие, лежат на крыльце у входной двери. Если честно, меня это поразило, потому что я никогда не видела, чтобы посылки, даже такие большие посылки, как, например, телевизоры или какая-то техника для дома, лежали прямо у двери на улице. И я понимаю, что, скорее всего, никто не украдет эти посылки, но бывает всякое, поэтому для меня это было очень удивительно. Я никогда такого не видела. Например, в России, если вы заказали какой-то товар в интернет-магазине, ваш товар приходит в специальный пункт выдачи. И только после того, как товар пришел в пункт выдачи, вам приходит сообщение на телефон, и вы можете прийти и забрать этот товар. Либо вы можете отследить на сайте, что ваш товар прибыл в пункт выдачи, и, соответственно, можете его забрать. Совершенно другая система. Я ни в коем случае не говорю, что так, как делают в Америке, это плохо. Нет, это просто по-другому. И для меня это было очень интересно и необычно. Следующий факт, который меня удивил,
так это то, что американцы ходят в обуви у себя дома. В России мы так никогда не делаем. Вы, наверное, слышали, что в России мы ходим либо в носках, либо босиком, либо в тапочках у себя дома, но никогда не ходим в уличной одежде, обуви, что говорю. Когда я жила в США, все мои члены семьи ходили в обуви, и мне приходилось привыкать к этому, потому что я приехала к ним в страну и старалась уважать их привычки. Я разговаривала с американцами на эту тему, и некоторые американцы сказали мне, что они ходят дома в обуви, потому что обувь у них очень чистая. Обычно они передвигаются на автомобиле, плюс часто ходят по своей лужайке рядом с домом, и снимать постоянно обувь — это очень неудобно. Будет очень интересно узнать мнение американцев, которые смотрят мои видео. Поделитесь, почему вы ходите дома в обуви. Очень интересно узнать. Следующее, что меня удивило, так это общие стиральные машины и огромное количество разнообразных прачечных. Давайте объясню. Обычно в России в квартирах, в домах у каждой семьи есть своя стиральная машина и сушилка. Сушилка, кстати, есть не у всех, но стиральная машина, как правило, у многих семей находится в квартире или в доме. В США же я заметила, что стиральные машины в основном были только у семей, которые жили в своих домах. А в квартирах достаточно часто я замечала, что у людей не было стиральных машин, и им нужно было ходить в прачечную, например, раз в неделю, и устраивать большую стирку. И последний пункт на сегодня — это американская еда или еда в Америке. Я сейчас предупрежу вас, что это лично мой опыт и то, с чем я столкнулась. Я знаю, что в США очень много людей ведут здоровый образ жизни, и у меня есть такие знакомые, которые постоянно занимаются спортом, правильно питаются. Но то, с чем столкнулась я, меня очень удивило. Я жила в нескольких американских семьях, и почти всегда мы ели либо пиццу, либо бургеры, либо макароны, mac and cheese, либо какие-нибудь бутерброды, сэндвичи, и практически никогда не ели салаты. Я очень люблю салаты, супы, особенно супы, как ребенок 90-х. В советское время супы были очень популярны в России и сейчас остаются достаточно популярными. У меня были большие и серьезные проблемы с питанием в США, потому что в семье, в которой я жила, в основном мы ели на завтрак хлопья с молоком, в которых было очень-очень много сахара. А на обед и ужин мы ели пиццу, потому что моя мама заказывала пиццу, либо бургеры, какую-то доставку, и так мы питались. Если честно, у меня постоянно болел живот, я не очень хорошо себя чувствовала, потому что я не могу жить без овощей, без салатов, без фруктов. И я не знаю, возможно, мне просто не повезло в плане питания, и моя семья так питалась. Я уверена, что очень много людей в США питаются правильно. Пожалуйста, если вы из США, напишите мне, есть ли такие проблемы в стране с питанием, что люди едят очень много фастфуда, очень много какой-то такой жирной еды, либо это просто была такая семья, и мне просто не повезло в плане питания. Мне приходилось иногда голодать, потому что я просто больше не могла есть пиццу и бургеры. Это только мой опыт, поэтому очень интересно послушать вас. Я уверена, что, возможно, это просто была такая семья. И также меня поразили порции в ресторанах.
У меня было огромное удивление, когда мы пошли в ресторан с моей семьей, и я заказала салат. И мне принесли просто ведро салата, огромную порцию. Конечно же, я не смогла его съесть, и мы взяли его с собой. Я ела этот салат 2 дня. На обед, на ужин. Расскажите, пожалуйста, во многих ли ресторанах такие огромные порции в США? Потому что в тех ресторанах, в которых была я, порции всегда были гигантскими. Ну что, ребята, на сегодня это все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие полезные видео. Я желаю вам отличного дня, прекрасного настроения, а мы с вами увидимся уже на следующей неделе. Пока-пока, увидимся, хорошего дня!